Всем привет, друзья! Вы на канале по заработку криптовалюты. И сегодня мы поговорим в очередной раз о игре Golem Overlord. Рассмотрим все, что произошло за эту неделю, как мы туда зашли. В общем, такой небольшой апдейт. Почему? Потому что в игре много чего поменялось спустя неделю. Кто еще не играет, рекомендую посмотреть вот это видео. Здесь указана подробная инструкция, как начать играть. Обязательно посмотрите, если собираетесь. В общем, чтобы не допустить ошибок на начальных этапах, когда вы только собираетесь заходить в игру. Так, ну давайте сразу рассмотрим доходность. Был у меня пост в Телеграме. Кстати, не забывайте сюда подписываться. Вчера я выбил суточную доходность из этой игры. Сейчас я секундочку найду. Вот. Можете ознакомиться с этим постом. Все тут скрины есть, пруфы выводов. И по итогу за неделю получается, что в начальные вложения $10 мы отбили и вывели. Далее прокачали аккаунт практически на $50. И также вывели 36 хайв, что составляет $16 чистой прибыли. Это где-то за сутки игры. Ну, я имею в виду клейма. Там играть-то сутками, в принципе, не обязательно. Просто зашел, заклеймил, провел пару боев, в принципе, и далее весь день свободен. Игра очень жирная, друзья. Здесь можно очень хорошо зарабатывать, если прокачать свой аккаунт. Поэтому смотрите обзор до конца. Я здесь расскажу, как лучше начать, что все изменилось за это время. И некоторые фишки, возможно, которые вы не знаете. Ну и так непосредственно к обзору давайте. Сразу хочу сказать, что зарабатывать здесь стало намного больше можно, потому как вход сюда остался также 20 монет возле $10 где-то. Это при курсе 0.45. Получается 20 хайв у нас $9. Ну, $10, грубо говоря, здесь вход. Я отбил этот вход за 2 дня. Сейчас, может быть, занимает это немного больше времени. Но тут уже зависит от того, как быстро вы схватите всю суть игры, смысл, ну и в принципе будете качаться. Когда я заходил, монета парт, которые нам вот здесь дают клеймить, она стоила в районе 1 хайв, что было около 45 центов. Сейчас она торгуется по 2,8, по 2,7. Ну, курс тут варьируется, конечно. Но, в принципе, уже стабильно до 2 монет можно продавать эти монетки парт. В принципе, тут прибыль x2, даже может быть x3, так как монету пампят, сами можете видеть. И зарабатывать здесь довольно-таки неплохо стало. Итак, если вы только что будете заходить в игру, я рекомендую вам сразу прокачивать вот этот показатель Fortification, то есть защита. Потому как вас на первых уровнях будут довольно часто атаковать и нападать и забирать ваши монеты, если вы их не заклеймите вовремя. Поэтому сразу качаем Fortification максимально, насколько сможете. И нападения на вас довольно-таки реже будут происходить. При показателе 3-4 Fortification здесь практически не нападают уже на вас. Но это опять же зависит от развития игроков, которые здесь в принципе находятся. Чем больше времени пройдет, тем будет сложнее начинать качаться, в принципе. Поэтому я рекомендую заходить сейчас, где-то 2 недели спустя релиза игры, и еще можно комфортно для себя прокачаться. Так, что по изменениям теперь? Смотрите, в первую очередь появилось здесь 3 способа клейма. Это раз в 8 часов нормальный способ, раз в 12 и раз в 4 часа. Что они из себя представляют? Раз в 12 часов нам дается дополнительный буст на клейм плюс 15%. То есть, если вы открываете этот буст, то за 12 часов вы сможете намного больше клеймить. Но чтобы его открыть, здесь нужно прокачать уровень алгоритма до 15 и также сжечь 225 монет на прокачку. Также по второму бусту, это раз в 4 часа, у вас будет отниматься 25% от вашего клейма, но клеймить на 4 часа раньше вы сможете. Для его прокачки нужен алгоритм 7-го левела и сжечь 49 монет парт. Также далее, друзья, изменились условия клейма. То есть, если вы клеймите свои монеты, то у вас падает вот этот процент. То бишь, у вас накапало, допустим, там 4 монеты, вы нажимаете клейм, заклеймили, 100%. И далее при следующем клейме у вас здесь будет писаться 70-73%, где-то так. И если вы нажмете еще раз клейм, то ваши там, например, не 4 монеты вам придет на баланс, а всего лишь 75% от них. Для того, чтобы этого не случалось, необходимо качать аккаунт. На первых этапах это
довольно-таки просто, потому что ценники здесь, по-моему, от 2 монет начинаются прокачка. То есть вы заклеймили 4 монеты, к примеру, на 2 прокачали, и у вас опять 100%. Далее можно клеймить опять 4 монеты, без потери каких-либо процентов. Так, думаю, с этим разобрались. Но есть еще вариант, когда у вас намного больше стоит прокачка, а клеймить вы хотите 100%, к примеру, но не можете прокачать аккаунт, так как у вас тут монет не хватает для того, чтобы прокачать какой-либо навык. Для этого здесь есть репутация, вот сюда можно нажать и сжечь здесь несколько монет, тогда ваш, в принципе, процент поднимается опять. Я сжигаю сейчас по 2 монеты и также поднимаю процент на 100% сразу. Также вот эта репутация, она влияет на получение XP. Как видите, 0.4 XP сейчас мне дается. Плюс сейчас, если вы заходите, 3% ивент идет. Довольно-таки можно быстро здесь прокачать свой левел. Он будет действовать еще 3 дня, и за эти 3 дня можно качнуться, в принципе, неплохо. Для чего нужен левел здесь? Левел нужен для того, чтобы снижать время боев, ну то есть перезарядки энергии, которая дается на бои. Как видите, здесь у меня 0 из 10 попыток. Почему? Потому что я провел все бои сейчас, и мне нужно ждать еще час для того, чтобы одна попытка мне еще сюда добавилась. Показатель левела, как можете видеть, влияет на время. Изначально у нас на перезарядку дается 4 часа, вот при 3-м левеле у меня сейчас 3:48. То есть на 12 минут у меня уменьшилось время перезарядки этой энергии. Также появились какие-то ранги, честно сказать, здесь по ним еще не совсем понятно. Но я так понял, что при достижении они бустят какие-то тоже показатели. Как можете видеть, при сожжении 100 монет здесь открывается новый ранг и плюс 1% дается. Ну, я думаю, что вот сюда к клейму. Ну, посмотрим, когда я только сожгу 100 монет, тогда уже будет видно. Также сегодня ночью еще добавили уровни престижа. Как можете видеть, вот здесь такая вкладочка появилась. Что они дают? Смотрите, когда мы докачиваемся до 10-го левела здесь, максимального, как можете видеть, здесь 3 из 10. Как только мы достигаем 10-го, мы можем сжечь наш опыт и апнуть вот здесь престиж до 2-го уровня. Он нам будет давать бустить вот эти все показатели. То есть, смотрите, в объявлении сейчас тут было вот таким образом. Мы апаем уровень престижа, сжигая опыт, и он нам бустит, ну, к примеру, как видите, алгоритм 14 плюс 3. Также здесь написано, что они увеличивают вероятность выпадения шардов. Шарды — это вот такие штуки здесь. Они также выпадают при клейме. Здесь вот внизу есть процент. Это шанс, с которым они, в принципе, могут выпадать. И здесь тоже, в зависимости от вашей прокачки, этот процент увеличивается. Эти шарды пока что невозможно использовать. В дальнейшем будут, конечно же, обновления, чтобы их можно было задействовать, но пока они реализуются только на маркете. Их можно продать по нынешнему курсу, в принципе, но я рекомендую их собирать, потому что в дальнейшем их можно будет пустить на прокачку аккаунта. Так, давайте теперь пробежимся по навыкам, если вдруг кто не знает, какой и за что отвечает. По этим показателям я, в принципе, рассказал. Далее алгоритм у нас отвечает за добычу монет парт непосредственно. Прокачивая его, здесь вы повышаете добычу. Также у вас увеличивается сбор раз в час и раз в день. Также бустится вот этот процент. И также здесь увеличивается количество монет, которые вы можете заклеймить. Это прокачивая непосредственно алгоритм. Далее Power — это, конечно же, сила, которой вы будете нападать в батлах на соперников. Тут, в принципе, рассказывать много не о чем. Далее Fortification — защита. Они в связке качаются с силой для того, чтобы успешно проводить атаки. И чем больше у вас прокачан Fortification, как я уже говорил, тем реже на вас будут нападать. Также вот эта станция, голем станция, при прокачке ее бустится вот эти показатели. Скорость добычи парта и количество монет, которые мы можем заклеймить.
И последний показатель — это фейт, это вера, которая дает вам возможность больше уносить монет при успешной атаке на противника, а также увеличивает шанс при нападении на вас противника потерпеть поражение. С разделом банка тут немного посложнее, до конца я так и не разобрался, просто здесь вы стейкаете ваши монеты, они каким-то образом тоже бустят эти показатели, до конца я, честно говоря, еще не разобрался, как это происходит. Но этот стейкинг вы когда закидываете, вроде бы здесь вы тоже поднимаете процент, когда при клейме он падает. Из стейкинга можно вытащить через кошелек непосредственно ваши монеты. Гайд по тому, как это сделать, надо искать у них в Дискорде. Я, в принципе, их не буду вытаскивать, поэтому останавливаться на этом, я думаю, не будем. Так, ну, в принципе, по навыкам здесь все, я думаю, должно быть понятно. Далее у нас из обновлений, что и добавили гильдии, в которые можно вступать, как можете видеть. Сейчас я подавал заявки, правда, никто не берет меня даже с такими показателями. Даже если нажать на ластовые гильдии вот здесь, никто не принимает. Каждый создает здесь, я так понял, гильдии для своей команды. Также вы можете создать здесь свою собственную гильдию. Стоимость здесь 25 swap HIF. Это чуть больше $10. И, в принципе, можете приглашать своих друзей, кто уже играет в эту игру, и качаться вместе гильдией. Я не знаю, может быть, в дальнейшем я создам и свою гильдию. Пишите комментарии, если хотите, чтобы я создал. И мы, в принципе, можем своей командой играть. Также вы можете писать к нам в чат. Вот, смотрите, здесь ссылочка, в принципе, в описании тоже оставлю. Здесь можем общаться по теме проекта и уже обсуждать все вопросы непосредственно по игре. Также здесь мы можем зайти непосредственно в саму гильдию и посмотреть, что здесь у нас находится. Как можете видеть, здесь располагаются все участники гильдии. Здесь у нас будет левел, и еще пока что он в разработке. Рейтинг полностью и заработок гильдии всеми участниками. Пока что это все в разработке, но по планам выглядит довольно-таки перспективно. Почему? Потому что здесь можно будет зарабатывать большое количество монет на всех участников и, в принципе, дополнительно еще зарабатывать. Также при вступлении в гильдию еще дается буст плюс 3% к вот этим показателям. То есть, состояв в гильдии, вы сможете на 3% больше клеймить своих монеток. Так, в принципе, по обновам, я думаю, все. По батлам тут ничего не изменилось, все так же, как и есть. Только вам нужно искать противников, которые послабее, чем вы, и, в принципе, нападать на них. Но смотрите, чтобы у них, конечно же, были монеты, и нападать нужно где-то на пару пунктов ниже своих навыков. Кстати, тут еще по боям, да, есть небольшие изменения. Здесь теперь можно забирать не меньше одной монеты. Если вот, например, у человека 1,21 монета, например, мы нажимаем на нее, и здесь мы смотрим, сколько мы можем унести от 1 до 1 монеты. Если вот у человека 3 монеты, от 1 до 68. Вам рекомендую нападать на людей, у которых больше одной монеты, потому что если вы будете нападать где совсем мало, то и получать вы будете за это тоже, соответственно, мало. Также на пару пунктов, как я уже и говорил, нужно искать чуть слабее противников. Например, если у меня алгоритм 4, сила 4, защита 5 и вера тоже 5. Смотрим, нажимаем, например, на противника и здесь оцениваем его прокачку. У него атака 3, защита 3 и вера 2. Здесь почти 100% вероятность, что мы вынесем с него максимальное количество монет. Хотя тут и пишется 60%, но я более чем на 100% уверен, что здесь мы одерживаем победу, если нападаем на этого персонажа. Вот, в принципе, по апдейтам все, друзья. Заходите в игру, пока не поздно. Здесь еще есть вариант качаться вполне комфортно. Дальше уже качаться будет намного сложнее, поэтому не упускайте такую возможность. Здесь сейчас очень хорошо можно зарабатывать, при том, что курс монеты парт каждым днем растет. Вот с утра он был 2,8, сейчас 2,3, немного усреднился, но в принципе где-то средняя цена у нее 2 монеты. То есть сейчас самое оптимальное время для входа
и для того, чтобы отбить все вложения и уже начать нормально зарабатывать. Также здесь проходят почти каждый день разные ивенты, как можете видеть, здесь сейчас ивент идет на левелы, чтобы повысить нашу репутацию, наш престиж, наш левел. До этого были события, когда я только заходил, было событие на клейм, плюс 50% можно было клеймить монет больше. Также еще был ивент на шарды, чтобы больше падало при клейме. Ну, в общем, тут множество разных обновлений. Каждый день здесь администрация апдейтит данную игру и не дает ей, как говорится, загнуться. Поэтому, я думаю, довольно-таки перспективный проект, в который можно заходить. Ну, во всяком случае, на данный момент. Ну, на этом, друзья, я думаю, все. Все основные изменения я, в принципе, рассказал. Я надеюсь, вам видео понравилось. Если кто-то еще вдруг что-то не догнал, что-то не понял, можете, конечно же, вступать в наш телеграм-канал. Здесь также есть чат, пообщаемся здесь по игре. Также здесь у нас множество темок есть, на которых мы, конечно же, зарабатываем разных аирдропов и активностей. Также, друзья, не забывайте про наш YouTube-канал. Поддержите его подписками. Надеюсь, вам видео понравилось. Лайкайте, комментируйте. Ну, в общем, вы знаете все, что нужно делать. Ну, а я буду с вами прощаться. До новых встреч в новых видосах. И всем большого профита.